Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о черепахах. Что мы знаем о них? Все знают, что черепаха с панцирем и очень медленная. Только начинает собираться черепашка подышать морозным воздухом и покататься по снегу на лыжах, выходит на улицу, а там уже лето. Поэтому людей за их медлительность часто называют черепахами. Возможно, ей мешает ее домик, в котором она прячется. Чего проще, вылезла из домика и побежала по своим делам, а когда надо, обратно в дом. И как мы видели, черепах часто снимают в кино и мультфильмах. Кто не знает черепаху Тортилу, хранительницу золотого ключика, или черепаху, которая катает маленького царя зверей на спине по Африке, или черепашек-ниндзя под предводительством грызуна, владеющего боевыми искусствами. Великолепная четверка жует пиццу в канализации и время от времени ловит бандитов и хулиганов. Причем и там, и тут не такие уж они и медленные. Вопросов появилось предостаточно. Могут ли они выходить из домика? Все ли черепахи медленные? И живут ли они в холодных регионах, в своих переносных домах? Возможно и нет. И еще много чего. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этих удивительных созданиях – черепахах. Поехали! Черепахи – животные, принадлежащие к отряду черепах подкласса анапсид, класса пресмыкающихся, один из 4 современных отрядов этого класса. Черепахи являются одними из самых древних рептилий на Земле. Их история начинается в триасовом периоде, более 200 миллионов лет назад. А кому не дают покоя миллионы лет, от черепахи все равно далеко не убежишь. По одной из версий, Земля покоится на спинах слонов, которые в свою очередь стоят на спине гигантской черепахи, и эта черепаха плавает в мировом океане. Да и это не все. Мало кто знает, кто верит в эту теорию, есть еще и огромная змея Шеша, которая окружает черепаху и поддерживает мироздание. О слонах и змеях мы поговорим со временем, а сегодня черепахи. Вопрос о происхождении черепах долгое время оставался спорным среди ученых, но современные исследования, включая данные палеонтологии и молекулярной биологии, проливают свет на эту тему. По одной из версий, самым древним известным предком черепахи считается Одонтохелис, ископаемое, обнаруженное в Китае. Это существо, жившее около 220 миллионов лет назад, уже имело частично сформированный панцирь, пластрон, нижняя часть панциря, но его верхняя часть оставалась открытой. Это указывает на то, что панцирь черепах развивался постепенно, начиная с нижней части тела, чтобы защитить животное от угроз. Останки этого животного были найдены в характерных морских отложениях, что привело ученых к выводу о морском образе жизни. Прогонохелус – еще одно важное ископаемое. Прогонохелус жил около 210 миллионов лет назад. Это существо уже имело полностью сформированный панцирь, напоминающий панцирь современных черепах, что указывает на то, что черепахи уже тогда существовали как отдельная группа животных. Эволюция черепах привела к уникальной адаптации – формированию панциря, который является частью их скелета. Панцирь развивается из ребер и позвоночника и служит не только для защиты, но и для поддержания структуры тела. Панцирь – это, пожалуй, самая узнаваемая черта черепах. Эволюция панциря была долгим процессом, который начинался с укрепления ребер и их слияния с позвонками. Этот процесс, вероятно, начался как адаптация для защиты, но затем привел к появлению полноценного панциря, как у современных черепах. Черепахи прошли через несколько крупных эволюционных этапов, которые привели к появлению различных групп, таких как морские черепахи, пресноводные черепахи и сухопутные. Каждая из этих групп адаптировалась к своим уникальным средам обитания. Морские черепахи эволюционировали, чтобы стать отличными пловцами. Их конечности превратились в ласты, что позволило им легко преодолевать большие расстояния в океане. Пресноводные черепахи развили разнообразные адаптации, чтобы выживать в болотах, реках и озерах. Их панцири обычно легче и более обтекаемые по сравнению с наземными черепахами. А сухопутные черепахи, напротив, адаптировались
адаптировались к жизни на суше. У них массивные куполообразные панцири, которые защищают их от хищников, и мощные ноги, способные нести их вес на суше. Черепахи пережили несколько массовых вымираний, включая то, которое уничтожило динозавров около 66 миллионов лет назад. Они выжили благодаря своей способности адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и разнообразию пищевых источников. И многие виды дожили до наших дней. И они населяют практически все уголки Земли, от тропических морей до пустынь. И, пожалуй, их не встретить только в Антарктиде и арктических регионах. Зима здесь слишком сурова для выживания рептилий. Да, и в регионах с высокогорным климатом, таких как Гималаи, Анды или Альпы, черепахи также не обитают, видимо, еще не дошли. Интересно, что панцирь не только защищает, но и играет роль в поддержании баланса воды и тепла, особенно у морских и водных черепах. К настоящему времени насчитывается около 360 видов этих животных. Из них самыми многочисленными являются пресноводные черепахи, вторые по численности сухопутные, а меньше всего видов включает группа морских черепах. У разных видов черепах панцирь может быть различной формы, состоять из разных тканей, однако он присутствует всегда. У всех видов черепах, за исключением кожистой морской черепахи, панцирь состоит из двух щитков – спинного и брюшного. Карапакс и пластрон соединяются по бокам, но имеют спереди и сзади проемы, через которые высовываются, а при необходимости и втягиваются голова, хвост и конечности. И на самом деле домик современной черепахи устроен сложнее. Карапакс состоит из костных пластинок, образованных кожными покровами, которые срастаются с ребрами и отростками позвонков. Поверх костных пластинок обычно располагаются роговые пластины, нередко с рисунком на поверхности. И рисунки бывают разные у разных видов черепах, и иногда очень интересные. Бирманская черепаха, восточная коробчатая черепаха, гладкая киникса или киниксабела, европейская болотная черепаха, лучистая черепаха, пятнистая, эластичная черепаха имеют свои уникальные узоры. Но панцирь в первую очередь должен быть не только красивым, но и прочным. Черепахи растут, и их панцирь должен увеличиваться вместе с ними, причем равномерно по всей площади. Поэтому черепаший панцирь формируется из отдельных пластинок, плотно пригнанных друг к другу, как дощечки паркета, но сохраняющих способность прирастать по краям. По такой принципиальной схеме построены панцири подавляющего большинства черепах. Варьируют только детали – форма карапакса, размер и очертания проемов. У некоторых водных видов панцирь покрыт не щитками, а толстой кожей. А у иных коробчатых черепах отдельные доли пластрона сочленены подвижно, словно створки. Закрывая их, рептилия превращает панцирь в закрытую со всех сторон коробочку. А у африканских киникс подвижен карапакс, прикрывая на всякий случай заднюю часть от врагов. Наружная сторона ног у черепах покрыта твердыми чешуйками, а голова защищена костными пластинками. Таким образом, спрятавшись в панцирь, в случае опасности, животное оказывается со всех сторон окруженной броней. Панцирь представляет собой одно из самых совершенных средств защиты, которое позволило столь древним животным, как черепахи, дожить до наших дней. Форма панциря даже у представителей одного вида черепах, обитающих в разных условиях, может быть различной. Но точно одно, что мой дом, моя крепость – это точно про черепах. А некоторым и этого мало. Североамериканская сухопутная черепаха гофер знаменита своим умением рыть глубокие норы. Норы некоторых гоферов достигают 10 метров в длину. Заканчивается нора расширенной комнаткой. И вместе с гофером в норе часто поселяется целый небольшой зоопарк. Это и норные совы, скунсы, опоссумы, лягушки, змеи и другие животные. Форма панциря также зависит от образа жизни, который она ведет. У морских черепах панцирь имеет каплевидную, обтекаемую форму, что позволяет им быстро передвигаться. У пресноводных низкий, гладкий, почти плоский. У сухопутных высокий, куполообразный, часто покрыт роговыми наростами, увеличивающими его прочность. Прочная броня, конечно, делает жизнь намного спокойнее, но закованное в латы животное не может быть стремительным и ловким.
хрупким. Панцирь не просто лишняя тяжесть, из-за него конечности направлены в бок от корпуса. Такая постановка лап вкупе с невозможностью изгибать тело позволяет лишь кое-как ковылять, а не ходить и бегать. Тем более, что некоторые кости плечевого пояса вошли в состав пластрона и утратили подвижность. На черепашьем ходу не догонишь даже самую медлительную добычу. А еды неподвижной, но питательной в природе не так уж и много, и на нее всегда найдется множество более шустрых едоков. Поэтому практически все сухопутные черепахи растительноядные, причем пищей им служат не сочные плоды или клубни, а листья и побеги. Такая пища малопитательна. То немногое, что в ней есть, извлечь нелегко, ведь у черепах нет многокамерного желудка, как у коровы. Единственный выход – снизить интенсивность обмена веществ. Благо черепахи, как и все современные рептилии, существа холоднокровные, и им не нужно тратить энергию на поддержание постоянной температуры тела. Медленный метаболизм имеет свои плюсы. Сухопутные черепахи могут месяцами обходиться без пищи и воды, даже не ощущая особых неудобств. А поскольку уровень обмена тесно связан с продолжительностью жизни, чем интенсивнее обмен, тем короче жизнь, неудивительно, что именно сухопутным черепахам принадлежат рекорды долгожительства среди наземных позвоночных. Голова у большинства черепах относительно небольшая и при опасности может легко скрываться благодаря длинной подвижной шее, длина которой у некоторых видов может достигать 2/3 туловища. Обычно голова черепахи может полностью втягиваться в панцирь, за исключением некоторых видов пресноводных и морских черепах с очень крупным черепом. Череп у этих животных часто обладает утолщенной костной основой, а иногда на голове имеются роговые щитки, которые защищают ее от повреждений. А как у черепах дела обстоят с дыханием? Всем известно, что большинство млекопитающих дышит, используя рот и нос. Лягушки тем временем могут дышать через кожу. Но как насчет черепах? Как эти существа с твердым панцирем получают кислород? Легкие черепах имеют большой объем и сращены с внутренней выстилкой карапакса. Поскольку панцирь образует неподвижную коробку, положение осложняется тем, что вросшие в панцирь ребра не позволяют черепахам дышать полной грудью. Животные вынуждены заглатывать воздух, нагнетая его в трахею при помощи специального подъязычного аппарата. Специальные мышцы оттягивают внутренние органы назад, позволяя легким заполниться воздухом. Затем другие мускулы осуществляют обратный процесс, сжимая легкие. Кроме того, вентиляция легких происходит при втягивании и выдвигании конечностей. У некоторых пресноводных видов черепах развился еще один дополнительный орган дыхания – ресничатые выросты на слизистой оболочке глотки. Когда черепаха длительное время спокойно лежит на дне водоема, например, поджидая добычу, она втягивает и выталкивает воду из глотки, обеспечивая постоянный приток кислорода к ресничкам. Некоторым черепахам показалось и этого мало, и они научились дышать попой. И как об этом не поговорить поподробнее? Технически черепахи не дышат через свои задние проходы. Это потому, что у черепах на самом деле нет заднего прохода. Вместо этого у них есть многоцелевое отверстие, известное как клоака, которое используется для полового размножения и откладывания яиц, а также для удаления отходов. Тем не менее, оно участвует в процессе, называемым клоакальным дыханием, которое в некотором смысле можно интерпретировать как дыхание задним проходом. Во время этого дыхания черепахи прокачивают воду через свои клоакальные отверстия в два мешковидных органа, известных как сумки, которые действуют как водные легкие. Кислород в воде затем диффундирует через сосочки небольшие структуры, которые выстилают стенки сумок и попадают в кровоток черепахи. Хотя, однако, клоакальное дыхание очень неэффективно по сравнению с обычным аэробным дыханием, и все черепахи также имеют способ вдыхать воздух легкими. В результате клоакальное дыхание наблюдается только у небольшого числа пресноводных видов. Например, черепаха реки Мэри в Австралии. Благодаря этому она может оставаться под водой в течение 3 дней подряд.
Однако, если ей ничего не угрожает, она регулярно поднимается на поверхность, чтобы подышать воздухом обычным способом. Глаза у черепах достаточно развиты, имеют 2 подвижных века и прозрачная мигательная перепонка. Зрение у этих животных острое, а вот слух у черепах не слишком хороший. У сухопутных видов барабанная перепонка толстая, а у большинства морских видов слуховое отверстие закрыто утолщенным кожистым наростом. Самым острым слухом отличаются пресноводные черепахи, которые часто, услышав пугающий их звук, спешат укрыться в воде. Ушных раковин и даже слуховых проходов у черепах нет, их заменяет расположенная на голове барабанная перепонка. Обоняние у черепахи развито очень хорошо, так же как вкус и осязание. Хотя панцирь на первый взгляд может казаться твердым и безжизненным, он является частью тела черепахи и чувствителен к окружающей среде. Он пронизан нервными окончаниями, и несмотря на толщину панциря, черепахи прекрасно чувствуют боль, поэтому прикасаться к панцирю следует осторожно. Неподвижность черепашьего туловища, поддерживаемая только 10 позвонками, компенсируется гибкостью шейного отдела. У большинства современных форм он представляет собой сложную биомеханическую конструкцию, обеспечивающую в минуты опасности быстрое и плавное втягивание головы под панцирь. Шея может изгибаться зигзагообразно или по горизонтали. Таких черепах называют плевродирами, то есть бокошейными, или по вертикали, как у криптодир, скрытошейных. Криптодиры и плевродиры – это 2 основные подгруппы современных черепах, отличающиеся способом втягивания головы в панцирь и некоторыми анатомическими особенностями. Криптодиры составляют большую часть современных черепах и включают большинство известных видов, такие как морские черепахи, наземные черепахи, например, среднеазиатская черепашка, и большинство пресноводных черепах. Плевродиры втягивают голову, сгибая шею в горизонтальной плоскости, и складывают ее на бок под край панциря. Голова у них уходит не внутрь панциря, а прячется сбоку. Плевродиры распространены преимущественно в Южной Америке, Африке и Австралии. Они обитают главным образом в пресноводных водоемах, хотя некоторые виды приспособлены к жизни в заболоченных территориях и на побережьях. Самая длинная шея среди черепах наблюдается у представителей семейства змеиношейных черепах, особенно у видов, принадлежащих к роду челодины. У змеошейных черепах длина шеи может быть равна длине их панциря или даже превышать ее. Это делает их шею непропорционально длинной по сравнению с другими черепахами. Однако существуют виды, у представителей которых шейный отдел мало подвижен. Такие, если им не удается вовремя скрыться, обычно норовят укусить. И было бы чем кусать. С чем не повезло черепахе, так это с зубами. Они у нее просто-напросто отсутствуют. Их заменяют острые роговые края на челюстях. Мускулатура челюсти у черепах, особенно у крупных, очень мощная. Мускулы особым образом прикреплены к черепу, благодаря чему сила сжатия челюсти очень велика. Несмотря на отсутствие зубов, черепахи могут без особых усилий откусывать плотные куски как животной, так и растительной пищи. А когти на передних конечностях позволяют расчленять добычу, если не удается сделать это при помощи челюсти. Пищу черепахи не прожевывают, а те жевательные движения, которые можно наблюдать во время кормления, служат для перемещения пищи в глотку. В ротовой полости располагается толстый мясистый язык. Широкая глотка проходит в пищевод, переходящий в желудок с толстыми стенками. По поводу еды черепах в целом можно назвать всеядными, хотя одни виды предпочитают растительный корм, а другие животные. Сухопутные виды поедают в основном зеленую растительность, плоды, изредка мелких животных. Морские черепахи всеядны, а некоторые из них любят медуз. Особенно известна своим пристрастием к медузам кожистая черепаха, которая активно охотится на них в океанах. Однако и другие виды морских черепах, такие как зеленая черепаха, лагерхед и оливковая черепаха, также могут включать медуз в свой рацион и играют важную роль в регулировании популяции медуз в океане. Пресноводные питаются мелкими моллюсками, членистоногими, рыбами и изредка другими позвоночными, поедая растительность лишь в небольших количествах.
рифах. И как в таком случае не отметить грифовую черепаху? Она же крокодиловая черепаха. Это один из самых крупных и уникальных видов пресноводных черепах в Северной Америке. Она известна своим внушительным размером, мощными челюстями и необычным внешним видом, который напоминает смесь черепахи и крайне отдаленно крокодила. Она, в отличие от безобидной средиземноморской черепашки, настоящий хищник. Грифовая черепаха имеет массивное тело с огромной головой, которая по размеру непропорциональна остальному телу. Мощные челюсти грифовой черепахи оснащены острыми роговыми краями, способными легко перекусывать кости и жесткие раковины. Эти черепахи хищники-засадники. Они проводят большую часть времени лежа на дне водоема, замаскированные под окружающую среду. При этом они держат рот открытым, высовывая язык, на конце которого находится отросток, напоминающий червячка. Этот червячок используется как приманка для привлечения рыбы, и такую черепашку лучше не гладить. Крокодиловая черепаха известна своим агрессивным поведением, особенно когда чувствует угрозу, находясь вне воды или когда ее беспокоит. Если черепаху взять на руки или попытаться приблизиться к ее голове, она может резко броситься и нанести укус. Черепахи не делают различий между добычей и потенциальной угрозой, что делает их опасными при близком контакте. Сила укуса крокодиловой черепахи настолько велика, что может легко повредить мягкие ткани или сломать мелкие кости, такие как пальчики. Документированы случаи, когда крокодиловые черепахи наносили серьезные травмы людям, которые пытались с ними взаимодействовать. Есть среди черепах и мастера маскировки. Мата-мата – это необычная черепаха, которая сразу привлекает внимание своим экзотическим видом, родом из Южной Америки. Мата-мата обитает в медленных реках и болотах Амазонки и Оренока. Главная особенность этой черепахи, конечно же, ее внешность. Плоская голова мата-маты покрыта выступами и наростами, что делает ее похожей на корягу или сухой лист. Это отличная маскировка в мутной воде, где она обитает. На шее у нее есть многочисленные кожистые выросты, которые помогают ей сливаться с окружающей средой. Интересно, что мата-мата охотится не так, как большинство черепах. Она не бегает за добычей, если это можно отнести к черепахам, а полагается на внезапную атаку. Черепаха неподвижно сидит в воде, поджидая, пока рыба проплывет мимо, а затем резко открывает рот, создавая вакуум, который засасывает воду вместе с добычей. Лишь иногда ее голова медленно поднимается ближе к поверхности и выставляет над водой кончик довольно длинного хобота с двумя ноздрями. Вообще, в отличие от сухопутных и морских черепах, пресноводные хищницы. Та же обыкновенная европейская болотная черепаха, обитающая в Европе и Западной Азии, тоже является хищником. Она охотится на мелких рыбок, насекомых, амфибий и других водных существ. Несмотря на свои небольшие размеры, эта черепаха довольно проворная в воде и умеет ловко охотиться. А есть очень необычные черепахи триониксы. Они представляют собой уникальную группу пресноводных черепах, которые отличаются от других черепах своим мягким, лишенным роговых щитков панцирем и высоко адаптированными для водной среды особенностями строения. Мягкотелые черепахи имеют плоское тело и длинные лапы с перепонками, что делает их отличными пловцами. Их голова вытянутая, с длинной шеей, что позволяет им дышать, не поднимаясь полностью на поверхность воды. Эти черепахи широко распространены в Азии, Африке и Северной Америке и известны своим хищническим поведением. Они питаются рыбой, ракообразными, моллюсками и даже мелкими птицами. Мягкотелая черепаха отличается высокой подвижностью и способностью зарываться в ил, поджидая добычу. Черепахи издавна служат символом медлительности, но это справедливо лишь в отношении сухопутных видов. Пресноводные черепахи быстро и ловко движутся как в воде, так и на суше. Морские же черепахи на суше выглядят неуклюже, зато в толще воды их движения по красоте, легкости и маневренности можно сравнить с полетом птиц. Они удивительны. Их называют летающими, и они действительно освоили как бы птичий способ передвижения, но только в воде. Лапами, превращенными в ласты, машут как крыльями, развивая скорость оснащенных двигателями кораблей до 20 км
в час. И кажется, тоже не быстро. Но зато они уверенно преодолевают тысячекилометровые расстояния. Причем держатся курса с такой точностью, которая не всегда доступна даже капитанам, вооруженным новейшими средствами навигации. В морях и океанах живет 5 видов черепах. Самая крупная из них, и среди черепах вообще, кожистая черепаха. Вес ее свыше полутонны, а рекордный 865 килограммов. Длина тела достигает 2 метров, и в редких случаях даже 2,5. Кожистая черепаха сильно отличается по строению от всех остальных черепах. Зеленая черепаха. Примерный вегетарианец. Кормится почти исключительно морской травой. Биса и лагерхед поменьше, чем зеленая черепаха, до 1 метра длиной. Едят они, в отличие от нее, преимущественно морских животных, но и растения тоже. Наконец, самые небольшие из морских черепах — ридлеи, длиной до 80 сантиметров и весом не более 40 килограммов. Чего не скажешь о сухопутных черепахах. Летать, как морские, они не умеют. В основном они растительноядные и самые неторопливые существа. Удивительно разнообразие сухопутных черепах. Есть среди них крошки, которые, сколько бы ни росли, больше 10 сантиметров не вырастут. Например, мадагаскарская паучья черепаха. А есть и тяжеловесы до полутонны. Обычно женщины преуменьшают свой возраст. Чего не скажешь о тортиле. Мудрая черепаха слегка его преувеличила до 300 лет. Зачем? Остается загадкой. Но если предположить, что ближайшие родственницы тортилы обитали на Сейшелах, то она вполне могла пережить пару сотен лет. Самые живучие, они же самые большие соплеменницы тортилы, водятся всего в 2 точках планеты. Исполинские черепахи обитают на атолле Альдабра, Сейшельском архипелаге, а слоновые на островах Галапагос. Из этих 2 видов более крупная исполинская черепаха. Кроме человека на островах, пока его не было, у слоновых черепах не было врагов. Большая продолжительность жизни, безразличие к еде и питью, наплевательское отношение к хищникам, которых до какого-то периода вообще не существовало. Большим рептилиям могли позавидовать многие животные. Хоть и самые большие морские кожистые черепахи, но, как известно, в воде нетрудно передвигать тело даже огромной массы. То ли дело на суше, сухопутным намного тяжелее, и их медлительность и безобидность в свое время сыграли с ними злую шутку. Эти бронированные танки, служа пищей морякам, помогли в свое время людям сделать многие географические открытия, а заодно кормили целые китобойные флотилии и банды флебустьеров, корсаров и прочих морских разбойников, плававших под черными флагами с жуткой ухмылкой веселого Роджера на них. Мы шли по их спинам, их были тысячи и тысячи. Они ползали всюду, на холмах, в долинах, в густой траве среди голых камней. По 20 пудов не самые крупные из них. Так рассказывали мореплаватели и пираты о гигантских черепахах. Однако натуралисты в Европе не очень-то верили этим рассказам. Даже в конце 18 века, когда последние пираты доедали последних черепах на последних незахваченных еще британскими колонизаторами островах. Но если зоологи о громадных черепахах не знали, то шкипер каждого корабля, уходящего в дальнее плавание, никогда не забывал о них. И часто капитаны предпочитали сделать большой крюк, но зайти по пути на острова, где, по слухам, водились черепахи. Мореплавателям тех лет они были нужнее, чем пресная вода. Это и понятно, ведь в то время не было еще консервов и холодильников. Трюмы судов, отправлявшихся за моря, океаны, набивали сухарями, сушеными бобами, горохом и бочками с солониной. Но в сухарях и бобах быстро заводились насекомые, а мясо, хотя и плавало в пересыщенном соляном растворе, от тропической жары часто портилось. Вот почему огромные черепахи с их вкусным мясом, которые бегали чуть быстрее улитки, были для моряков всех стран желания пресной воды. Черепахами набивали трюмы, и эти живые консервы, ниспосланные нам всеблагим Господом, как говорили моряки, месяцами без воды и пищи копошились в трюме и не умирали, а стало быть и не портились. Никакая солонина не могла с ними сравниться. Панцири черепах, попавшие с кораблей в музеи Европы, окончательно убедили ученых, что огромные сухопутные черепахи не миф. Никто и не сомневался теперь, что есть в океане острова, на которых водились эти черепахи. Позже на смену корабельным заготовительным командам пришли коллекционеры и торговцы экзотикой, целенаправленно охотившиеся за самыми крупными панцирями.
В истреблении рептилий участвовали завезенные на острова животные, особенно свиньи и крысы, уничтожающие черепашьи кладки. Аналогичную грустную картину можно было наблюдать и на островах Индийского океана, где водились исполинские черепахи. К 1970 годам черепах на острове Галапагос осталось всего около 3000. Их поголовье накануне открытия архипелага по косвенным данным оценивалось примерно в 250 000. На некоторых островах рептилии были истреблены полностью, а поскольку на каждом из них жил свой подвид, это означало, что из 15 подвидов слоновой черепахи 4 уже нет. В 2012 году к ним добавился 5-й. Умер самый старый самец-одинокий Джордж с острова Пинта, последний представитель подвида абингтонских слоновых черепах. Но в конце 20-го столетия гигантских пресмыкающихся взяли под охрану и на Галапагосе, и на Альдабре. Благодаря искусственному разведению поголовье слоновых черепах вновь начало расти. Сейчас их около 20 000. В комфортных условиях под присмотром человека кто-то из них, возможно, доживет до 300 лет. Тогда песенка черепахи Тортилы окажется ближе к истине. А на данный момент сейшельская гигантская черепаха по имени Джонатан считается самым старым сухопутным живым существом на планете. Его привезли на остров Святой Елены в 1882 году. Уже взрослым, ему было не менее 50 лет, что дает ему дату вылупления не позднее 1832 года. В этом году Джонатану исполнился 191 год, но в реальности его возраст может быть даже и больше. А почти по всему Средиземноморью, а также в Закавказье обитает родственница этих экзотических гигантов – средиземноморская черепашка, которая прежде называлась греческой. В зоомагазинах и зоопарках эти черепахи не редкость. На вид, да и на самом деле, очень мирные. Даже трудно поверить, что ранней весной, когда у них брачная пора, самцы прямо-таки остервенело дерутся, ожесточенно шибаются панцирями, кусаются, даже кусочки мяса вместе с твердой ороговевшей кожей друг у друга вырывают. В полупустынях Средней Азии часто можно встретить степную или среднеазиатскую черепаху. Эту черепаху находили в горах на высоте до 2 километров. Спокойно передвигается по обрывистым кручам. Ранней весной, когда у степных черепах брачный сезон, в местах их обитания слышится стук панцирей и хриплые крики самцов, ухаживающие за своими избранницами. К середине июня скудная пустынная растительность выгорает, и степные черепахи впадают в летнюю спячку. После нее, подкрепив силы небогатой осенней растительностью, они впадут в новую спячку уже до весны. Брачное поведение черепах обычно начинается с ухаживания, формы которого весьма видоспецифичные. Очень интересны самцы красноухой черепахи. В процессе ухаживания, которое как и спаривание происходит в водоемах, самец плавает перед самкой, причем мордочкой к ней, то есть задом наперед. При этом самец вытягивает передние лапки и осторожно дотрагивается до ее мордочки длинными коготочками, как бы поглаживая. И почти все черепахи появляются на свет древнейшим способом – из яйца, согретого теплом земли. Одни откладывают сотни яиц, другие до 5. Одни всего один раз в несколько лет, другие по нескольку раз в году. Некоторые сухопутные черепахи, живущие в горах, прячут яйца под камнями. Змеиношейные черепахи откладывают яйца в воду, а североамериканская водяная мускусная черепаха иногда попросту оставляет их на земле, без всякого прикрытия. Потомство из яиц вылупляется в течение 75 дней. От температуры в гнезде зависит вылупление из яиц самок или самцов. Очень высокая температура приводит к появлению самочек, а более низкая – самцов. По прошествии некоторого времени в тайном убежище пробуждается жизнь. Черепашки вылезают на белый свет. И тут, на пороге завидного долголетия, их подстерегают многочисленные опасности. Ибо мир зверей, птиц, хищных рыб прекрасно информирован о хорошем качестве черепашьего мяса. Склевывают, заглатывают, не тратя времени на пережевывание. К счастью, маленькие черепашки более юркие, чем взрослые особи. Морские пресноводные деловито и торопливо устремляются к воде, но немногим удается проскочить сквозь заслон охотников. Вышедшим из яиц детенышам морских черепах особенно плохо приходится. Иной раз хищные птицы, фрегаты и чайки, пикируя с высоты, хватают и за несколько минут не оставляют в живых ни одного из черепашат, ковылявших по песку к воде.
А кому все-таки повезло, ныряют в безграничные просторы океана. Маленький детеныш, только что вылупившийся из яйца, обладает прекрасно работающей системой навигации с многоступенчатым механизмом корректировки, которая работает с самых первых минут, с самых первых шагов по песку. И все для того, чтобы в ближайшие несколько лет он не сбился с пути. Когда детеныши покидают берег и, как нам кажется, отправляются в неизвестность, им даже не нужно думать о том, что делать дальше. Внутри каждого из них включается автопилот. В отличие от птиц, которые мигрируют с севера на юг по известным и четким траекториям, морские черепахи, родившиеся на одном и том же берегу, могут отправиться в совершенно разные стороны. И в конце концов, миновав сотни и тысячи километров, самочка наверняка снова поднимется на тот же берег, где появилась на свет, и замкнет с собой цепочку жизни. Как они это делают, мы пока не можем понять до конца. Многие десятилетия ученые бились над этой загадкой и только сейчас приходят к примерному пониманию. Чтобы точно попадать в нужное место, черепаха должна четко понимать, где именно она находится в данный момент. Чтобы добраться до нужного места, черепахе необходима внутренняя карта, какое-то понимание направлений. Способность животных чувствовать и распознавать направления можно назвать одной из самых таинственных загадок в их поведении. Ученые предположили две гипотезы, чтобы объяснить, как животные могут чувствовать магнитное поле Земли. Согласно первой, кристаллы магнетита взаимодействуют с нервной системой, так что у животного появляется нечто вроде внутреннего компаса. По второй версии, некоторые виды животных могут видеть магнитные поля. У кого-то может быть и то, и другое. Хотя черепахи считают неуязвимыми благодаря панцирю, в природе у них все же имеются враги. Многие хищные птицы, желая полакомиться черепашьим мясом, поднимают их на большую высоту и сбрасывают на камни, чтобы разбить панцирь. Ягуары в Южной Америке переворачивают черепах на спину на открытом месте, чтобы они не могли зацепиться лапами за что-нибудь и вернуться в нормальное положение, а затем при помощи острых когтей очень ловко вынимает черепах из панциря. Но, безусловно, главным врагом черепах является человек. Проходили века, вымирали динозавры, появлялись люди и прочие высокоорганизованные млекопитающие, а закованные в панцирь рептилии мало менялись. И их амуниция не спасла от нашествия людей. Морские черепахи гибнут, запутавшись в траловых сетях или наевшись полиэтиленовых пакетов, которые принимают за медуз. Побережья, где раньше пресмыкающиеся могли спокойно откладывать яйца, превращены в шумные пляжи. Да и гнездовья, что остались, разоряются крысами, хищниками. Да и люди до сих пор не прочь полакомиться черепашьими яйцами. Сухопутные черепахи тысячами переправляются контрабандой для продажи в зоомагазинах и ресторанах. Измученных рептилий регулярно изымают у браконьеров, поставляющих животных из Средней Азии, Вьетнама, Индонезии в Китай, Корею и другие страны. Черепах обматывают скотчем панцирь, пакуют их словно картошку в мешки и ящики или даже привязывают веревками к ремню, ногам, рукам и запихивают в карманы. Черепахи считаются крайне выносливыми, но это не совсем так. В пути они страдают обезвоживания и холода, и нередко рептилии уже не удается вернуть к жизни. Черепахи очень медленно развиваются. Пока они достигнут половозрелости, какой-нибудь хомячок успеет обзавестись детьми, внуками, праправнуками и довольный отойти в звериный рай. По причине низкой репродуктивности и долгого созревания, гибель даже одной черепашки наносит урон всей популяции. По данным современных систематиков, черепах насчитывается около 360 видов, и половина из них на грани исчезновения. Некоторые редкие виды были описаны не где-нибудь в непроходимых джунглях, а на китайских рынках. Своих черепах китайцы порядком подъели, поэтому приходится возить живой товар из других стран. Эту индустрию поддерживают туристы-гурманы. Они с удовольствием заказывают черепаший суп, не задумываясь о том, что рептилия 5-10 лет резвилась на воле, а не на ферме при ресторане. Речь идет всего лишь о неведении, необдуманности и нежелании заглянуть в будущее. Человека мало волнует, съел ли он последнюю черепаху редкого вида. Все это просто выше их понимания.
И как бы не были прекрасны сказочные герои вроде Тортилы или черепахи, на спине которой покоится наша Земля, гораздо интереснее увидеть и прикоснуться к настоящей черепашке. И пока мы, люди, хоть немного заботимся об охране природы, у нас будет такая возможность. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.